Привет, друзья! Сейчас новый обзор событий Европы. В Европейском Союзе неожиданно заговорили о пересмотре одного из самых жестких решений последних лет в автопроме. Германия активно вмешалась в процесс, и позиция канцлера Фридриха Мерца уже меняет расклад в Европе. В Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовит непростой компромисс. В Германии тем временем обсуждают важные решения ЕС, которые могут повлиять на экономику и индустрию. Канцлер Фридрих Мерц выступил с речью, которая привлекла большое внимание в Бундестаге, и за его пределами в Брюсселе ждут продолжения. Еще один сигнал из Германии – это новое решение крупного автоконцерна, который может повлиять не только на рынок, но и на стратегию всей Европы. Канцлер Фридрих Мерц связывает это с будущим промышленности, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с конкуренцией ЕС на мировом уровне. И, наконец, тема, которая напрямую касается миллионов жителей Германии. Правительство канцлера Фридриха Мерца запустило новый процесс по пенсиям, последствия которого будут ощущать немцы годами. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Европе произошел большой поворот в политике в автопроме. Напомню, раньше в Евросоюзе планировали полный запрет продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2035 году, то есть фактически переход на электромобили. Но теперь эти планы резко смягчаются. Новая версия правил предусматривает снижение выбросов углекислого газа на 90%, а не на 100%, и допускает продолжение продаж машин с двигателями внутреннего сгорания и гибридов после 2035 года при условии компенсации выбросов другими технологиями. Это решение стало результатом давления со стороны Германии, Италии и других крупных производителей автомобилей, которые предупреждали, что строгий запрет ставит их компании в крайне тяжелое положение на глобальном рынке. В Берлине канцлер Фридрих Мерц лично настаивал на том, чтобы дать индустрии больше времени и гибкости для перехода на новые технологии, чтобы сохранить рабочие места и конкурентоспособность. В Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала компромиссный вариант, который сохраняет цель сокращения вредных выбросов, но делает ее более реалистичной для производителей. По ее словам, Европа остается на пути к чистой мобильности, но не может оттолкнуть свой автомобильный сектор к краю без реального переходного механизма. Решение уже вызвало острые споры. Экологические группы и часть автомобильных компаний, ориентированных на электромобили, предупреждают, что ослабление требований может замедлить переход к чистому транспорту и ослабить климатические цели ЕС. Другие же, напротив, считают, что это спасет от значительных убытков один из ключевых секторов экономики Германии и Европы в целом, то есть промышленность, дающую миллионы рабочих мест. Сейчас новая политика уже отправлена на согласование в Европарламенте и страны ЕС. Если ее все-таки утвердят, это может изменить будущее автомобильной отрасли от заводов Германии до дилеров по всей Европе и сделать гибриды и современные бензиновые машины частью автопарка гораздо дольше, чем предполагалось всего год назад. Следующая новость, одна из самых важных для Германии. Сегодня в центре внимания немецкой политики за последние дни это мощная и эмоциональная речь, которую канцлер Фридрих Мерц произнес в Бундестаге перед важнейшим саммитом лидеров Европейского Союза. Мерц заявил, цитата: «Больше дипломатии, чем было сделано в последние дни и часы, уже невозможно». И этим подчеркнул, что Германия и ее союзники приложили максимум усилий для продвижения мирного процесса, но дальнейшие шаги требуют новых решений. Выступление Мерца прошло на фоне международных переговоров о будущей безопасности в Европе и сложной ситуации в восточной части континента. Он подчеркнул, что Германия должна сохранять независимость в международной политике и учитывать влияние крупных игроков на мировой арене. Канцлер также отметил, что действия некоторых сторон показывают трудности в достижении соглашения о прекращении огня на период рождественских праздников. По его словам, текущая ситуация демонстрирует, что дипломатия достигла сложного этапа и нужны дополнительные шаги для продвижения мирного соглашения. Особое место в его речи занял вопрос использования замороженных российских активов в Европе. Это более 200 миллиардов евро, которые должны быть направлены на поддержку обороны и восстановления. Мерц повторил, что считает это ключевым сигналом европейской решимости и что на предстоящем саммите ЕС он будет добиваться большинства для продвижения этого предложения. Речь канцлера прозвучала перед встречей в Брюсселе, где участие принимает и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
и где ожидается решение обсуждения по дальнейшей политике Европы в отношении безопасности, экономического давления и поддержки союзников. Решения, которые будут приняты на этом будущем саммите, по мнению Мерца, могут быть судьбоносными для будущего Европы и ее роли в мире. Оппозиция в парламенте критиковала заявление канцлера, а представитель партии «Альтернатива для Германии» выразил мнение, что его шаги могут вызвать рискованные ситуации для всей страны. Но Мерц остается тверд, по его словам, сейчас нужен не страх, а решительность. Следующая новость вызывает интерес в Германии. За последнее время немецкий автомобильный гигант Volkswagen сделал серьезный шаг в будущее. В Сальцгиттере, это земля Нижняя Саксония, начала работу новая фабрика по производству батарей для электромобилей. Это первая в Европе полноценная линия по разработке и изготовлению аккумуляторов для электрокаров прямо на немецкой земле, а не импортируемых из Азии. И это важный технологический прорыв для всей страны и для Европы. Производство ведет дочерняя компания Volkswagen PowerCo. Пока завод выпускает лишь несколько сотен батарей в день, но к середине следующего года планируется увеличить объем до 60 тысяч-70 тысяч батарей, что позволит поставлять аккумуляторы для примерно 250 тысяч электромобилей в год. Первые батареи уже предназначены для новых электромобилей Volkswagen ID Polo и Cupra Raval, которые начнут сходить с конвейера в 2026 году. Собственное производство батарей – это не просто экономия, это стратегическая независимость от зарубежных поставщиков, прежде всего из Китая и других азиатских стран, которые доминируют на рынке. Канцлер Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что Германия должна вернуть себе технологическое лидерство в электромобилях и высоких технологиях. Новый завод в Германии – это такой шаг вперед. Если страна будет производить ключевые компоненты самостоятельно, это поможет сохранить рабочие места, поддержать промышленность и укрепить позиции в глобальной экономике. В Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже приветствовала подобные проекты, подчеркивая, что Европейский Союз должен быть не только рынком, но и производителем критически важных технологий, включая аккумуляторы для электромобилей, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами Америки и Азией. Эта тема уже обсуждается в рамках стратегии Европейского Союза по продвижению промышленности и энергетической независимости. Поэтому фабрика в Сальцгиттере – это не просто завод, а символ того, что Германия хочет быть на передовой электромобильной революции, а не отставать от мировых лидеров. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии начинается один из самых важных политических и социальных проектов последних лет. Это глубокая реформа пенсионной системы, которая напрямую повлияет на вашу будущую пенсию. Правительство канцлера Фридриха Мерца создало специальную комиссию, которая до середины 2026 года должна предложить, как изменить систему выплат так, чтобы она была устойчива и справедлива для всех поколений. В эту комиссию, внимание, вошли 13 человек. Это представители политики и ученые-экономисты, которые буквально будут решать, что будет с пенсиями в будущем и на каких принципах это должно строиться. Особое влияние на решение, по мнению экспертов, окажут 9 научных специалистов, и именно они предлагают ключевые направления реформ. Крупные эксперты предлагают разные подходы. Кто-то считает, что нужно связывать возраст выхода на пенсию с продолжительностью жизни, чтобы люди работали дольше и система не разваливалась. Кто-то выступает за новые способы накопления через инвестиции и рынок капитала, а не только через классические выплаты из зарплаты. Но среди специалистов нет единодушия. Некоторые ученые выступают против резкого повышения пенсионного возраста или зафиксированного уровня выплат. Другие считают, что старые правила уже не работают и требуется серьезное обновление системы. Критики реформы указывают на возможные риски социальной несправедливости, то есть недостаточно учитывают мнение пенсионеров и социальных организаций, что может повлиять на баланс между поколениями в системе выплат. Результаты работы комиссии будут обсуждаться на высшем политическом уровне, и от них зависит не только то, во сколько лет вы выйдете на пенсию, но и сколько вы будете получать и насколько система выдержит экономические и демографические вызовы ближайших десятилетий. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.